Временами казалось, что этой новеллы не существует, что нас лишь балуют иллюзиями. Даже после анонса сразу после выхода Некопара Vol. 4, всех скетчей и ответов на некоторые вопросы, все равно складывалось впечатление, будто очередной проект мы никогда не увидим. Однако спустя долгие 4,5 года день релиза наконец-то настал. Я не мог поверить своим глазам. Та новелла, которой нас дразнили столько лет, наконец-то передо мной. Я могу запустить ее парой кликов. Я был в предвкушении великолепной истории, на голову превосходящей предыдущий проект. Каждая клеточка моего тела была пропитана волнением. Я ловил себя на мысли, будто не готов к этому. В таком непривычном для себя состоянии я затаиваю дыхание и включаю. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, подписчики канала и случайные зрители. Несмотря на то, что на фоне вы сейчас наблюдаете геймплей совершенно другой игры в совершенно другом жанре, сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть на недавно вышедшую Некопара After. Как заведено на этом канале, не вкратце пройдемся по сюжету, а в конце я выскажу свое мнение об увиденном и убегу. Или не убегу, тут как получится. Если вы еще не прочитали данный программный продукт и не хотите портить себе впечатление, то прямо сейчас я сделаю для вас краткий обзор. Когда Кассио получил признание своего отца, Бенье закрыла французскую La Soleil и решила провести пенсию в путешествиях по всему миру. Естественно, перед отправкой туда, куда глаза глядят, женщина отвезла Фрейс в Японию и передала ее в заботливые руки Сигура и Кассио. Фрейс испытывала чувства к Кассио еще со времен пребывания молодого человека во Франции. Теперь, когда она стала жить с ним под одной крышей, ей пришлось принять тот факт, что у Кассио есть еще 6 постоянных партнеров, с которыми придется потягаться за внимание протагониста. Неуверенная в том, что делать дальше, Фрейс решила обратиться за советом к Сигуре, но тут же выяснила, что Сигуре также питает чувства к своему брату. Сюжет новеллы расскажет о том, что ради блага друг друга Сигуре и Фрейс вступят в борьбу, конечной целью которой стало бы то, что соперница первая признается Кассио в своих чувствах. Почитав эту новеллу, я понял, что сюжет в ней крутой, потому что заставляет читателя испытывать эмоции. Но есть нюанс. Среди эмоций, которые может вызвать этот проект, присутствует раздражение из-за имеющих место быть ретконов, недосказанности или упертости некоторых персонажей. Новеллу можно рассматривать как самостоятельное дополнение к Некопара Vol. 4, которое длится чуть менее 6 часов. При этом почти половину хронометража занимает целевой контент для черно-желтого ютуба. Несколько новых музыкальных композиций, новые локации и несколько персонажей из предыдущих томов. Вот и весь контент этой новелки. На этом краткий обзор закончен. Всем, кто на этом моменте прекратит просмотр ради самостоятельного чтения, я хочу сказать большое спасибо за просмотр и пожелать приятного чтения. А тем, кто остался, я предлагаю набрать побольше вкусной еды и удобно расположиться. Давайте поговорим о сюжете. Действие начинается через полгода после событий Некопара Vol. 4. Судя по словам Кассио, сейчас конец весны. Он упоминает, что La Soleil не работала целую неделю. Весь персонал дружно ушел на весенние каникулы. Причина в том, что пекарня недавно пережила настоящий штурм посетителей, а тот наплыв, в свою очередь, связан с японской золотой неделей. Это ежегодный праздничный период в конце апреля, начале мая. Японцы в это время отмечают день рождения императора Хирохито, годовщину Конституции, День зелени и День детей. Так как многие компании дают выходные своим сотрудникам, люди отдыхают и ходят по разным заведениям. В Йокогаме все решили пойти именно в La Soleil. Сигура терпеливо ждала, пока я закончу рассказ о золотой неделе, чтобы сообщить об огромной толпе клиентов у входа. Сразу понятно, такой ажиотаж вызвали посты в соцсетях. Мэпл тоже вспомнила, что La Soleil когда-то даже показывали по телевизору. Сигура рассказала, что в этой передаче ведущие упомянули, что заведением управляет наследник семьи Миназуки, и добавили, что Кассио единственный ученик владелицы парижской La Soleil, а публике только и нужен повод
повод, чтобы начать тратить деньги. Вот и выросли такие очереди. Среди посетителей выделился один с огромной камерой. Синнамон это заметила и, как обычно, мгновенно завелась. Бывает. После опенинга работа Lasso Lail продолжилась. Второй особой гостьей стала девушка в платье. Пока Сигуре провожала ее к столику, девушка сразу узнала сотрудницу и радостно сказала, что работа Сигуре во французской Lasso Lail стала большим поводом для новостей. Хотя работа это сложно назвать, тогда Сигуре просто одела кимоно и встала в зале, чтобы привлекать внимание. Чуть позже она уговорила на такое же Фрейс. Кассио припоминает эту историю, но он рассказывает ее так, будто его попросили приехать во Францию и взять управление местной Lasso Lail. Это неправда. Кассио уехал во Францию не по просьбе. Он поехал из-за своего выгорания, надеясь вновь встретить учительницу и с ее помощью вспомнить несколько уроков. Думаю, вы согласитесь, что этот момент прямо с первых минут яркий пример редкона. Для тех, кто не знает, редкон — это когда в истории известные факты либо замалчивают, либо меняют. Поехали дальше. В разговоре Сигуре, Кассио и девушки в платье главный герой сказал, что не уверен, является ли японская Lasso Lail филиалом французской. Зато он уверен, что его десерты достойны стола. Этими словами он точно покорил сердце и желудок этой милой дамы. Сигуре проводила ее к столику и пожелала хорошо провести время. Кассио уже хотел заняться делами, когда его окликнула женщина в кимоно. Женщина спросила, Кассио ли наследник магазина Минадзуки. Признаваться было неловко, но он ответил «да». Услышав это, она покачала головой и пробормотала что-то вроде «как же так вышло, что наследник торгует западными сладостями?». Из вежливости Кассио бросил фразу, что сделает все для клиента и, наконец, пошел на кухню. Как раз в этот момент на него наехала Азуки. Парень слишком долго болтался не на кухне. Но даже сейчас Кассио не смог спокойно вернуться к работе. К нему подбежала взволнованная Мэпл с просьбой о помощи. В силу языкового барьера Мэпл не могла понять посетительницу, поэтому привела к ней Кассио, потому что он знает французский. Кассио нашел с иностранкой общий язык. Пока он общался, Мэпл заметила, незнание французского – серьезная проблема для заведения с таким названием. Азуки с этим согласилась. К Мэпл и Азуки подбежала Синнамон. У нее тоже проблемы с гостем. Тот просит подать зеленый чай. Ему кажется, зеленый чай хорошо подходит к сладостям. К сожалению, даже знаток чая Мэпл удивилась такой просьбе. Она уверена, что может предложить черный чай, но черный это не зеленый. Да и знаний у Мэпл маловато, что странно. Наконец, Кассио и Азуки вернулись на кухню. Они поговорили о том, что даже после рождественского наплыва команда Lasso Lail не готова к такому количеству пожилых посетителей и иностранцев. Даже Чокула и Ванилла нервно потягивали кошачью мяту в уголке. Сигуре присоединилась и предложила помочь Чокуле и Ванилле. У нее есть на примете одна сотрудница, которая часто общалась со взрослыми клиентами. В этот момент из тени, неловко теребя юбку, вышла Фрейс. По словам Кассио, Фрейс уже работает здесь, так как сегодня ее первый рабочий день, труд у нее облегченный. От нее требуется просто ходить за другими и впитывать опыт как губка. Несмотря на щадящий режим, Фрейс настояла, чтобы выйти в зал и работать по-настоящему. Кассио и Сигуре с этим согласились. Естественно, они снова ушли с кухни. Азуки тоже вышла посмотреть на боевое крещение новенькой. Ее беспокоило, что Фрейс работала во Франции, где было тихо, а японская Lasso Lail это уже высший уровень. На ее беспокойство Кассио только покачал головой и предложил посмотреть, как новенькая справится. Тут же нам показывают, как новичка обучают буквально все, кроме Коконат, она на доставке. Надо сказать, Фрейс серьезно относится к учебе и очень быстро все схватывает. Не зря я привел фразеологизм про губку. Коконат как раз вернулась и предложила свою помощь, если Фрейс что-то будет непонятно. Та поблагодарила Коконат за поддержку и возможность спросить совета. Фрейс пока не уверена, что справится с доставкой, но будет стараться стать универсальным работником. Появляется Азуки. Она сказала Коконат, что для нее есть еще одна доставка. Но перед тем, как отпустить длинную на улицу, Азуки настояла, чтобы та выпила воды. На улице уже жарко, надо пить больше. Следующие сцены показывают, что Фрейс оставляет других Неко далеко позади. Пока те только думают принять заказ или помыть посуду, Фрейс уже все заказы приняла и всю посуду перемыла. В свой первый день малышка Фрейс всем видом показывает, что взять ее на работу
работу в Lasso Lail лучшая идея за последнее время. Бенья и Фрейс пришли в особняк Минозуки. Кассио накрыл стол по случаю и вздохнул с облегчением, когда Бенья похвалила его угощение. Но Кассио все же упрямился. В тщетной попытке достичь таких же вкусов, как у десертов учителя, он не слушает похвалы Бенья и окружающих. Бенья спросила мнение Фрейс о сладостях. Даже эта малышка сказала, что вкус другой. Но это не значит, что сладости Кассио плохие. Все как раз наоборот, но он этого не понимает. Не нужно, чтобы его сладости были точь-в-точь как у Бенья. Просто нужно двигаться вперед, пробовать новое и создавать свое. А он стоит на месте и сам себе придумывает проблемы. Вернемся к разговору с Бенья. Бабуля предложила внуку взять Фрейс под свое крыло. Французская Lasso Lail закрывается, так что Бенья не пропадет одна. Кассио очень удивился такой решимости и усомнился, нужно ли закрывать единственный источник дохода. По крайней мере, единственный известный нам источник дохода. На это Бенья выдала простую мудрость. Если хочешь что-то сделать, просто сделай. Вот так и закрылась французская Lasso Lail. Но Кассио унаследовал ее вкус и теперь принесет его в Японию. Вот так вот. Теперь о закрытии французской Lasso Lail. Кассио заинтересовался, чем же Бенья теперь займется. Не колеблясь ни секунды, старушка ответила, что хочет путешествовать по миру, пока может. Фрейс очень удивилась такому ответу. Она была уверена, что они с бабулей прилетели в Японию только погостить пару дней, а вышло вот так. К тому же Бенья заранее сообщила Сигуре, что приедет с Фрейс и в итоге передаст Неко ей. Зная это, Сигуре подготовила все для комфортной жизни Фрейс на новом месте. И при всем при этом Кассио опять никто ничего не сказал. Так как Фрейс теперь будет работать в Lasso Lail, называть начальника братиком не годится, нужно другое обращение. Предложили несколько вариантов, например, Патисье. Кассио опять отказался. Он сказал, что недостоин такого обращения. Кажется, даже терпеливую Беньи начали раздражать такие слова внука. Она сказала, что передала ему этот титул, но Кассио уперся. Тогда старушка сказала, что внуку нужно быть увереннее в себе. Ладно, проехали. Следующий вариант — господин. Очевидное совпадение с Чокулой. Она также обращается к главному герою. Фрейс сочла это неподходящим. В итоге решили, что Неко будет использовать обращение мастер. Это формальное и распространенное обращение сотрудника к начальнику. На то мы порешили. Через несколько дней устроили приветственную вечеринку для Фрейс. Так как Кассио и остальные очень заняты, вечеринку решили провести в ресторане. Выбрали место, где подают блюда японской, китайской и западной кухни. Это решение приняли после спора Азуки и Мэпл. Азуки хотела, чтобы Фрейс лучше узнала японскую кухню. Мэпл возражала и хотела французскую еду. В общем, нашли компромисс. Когда все поздоровались и выпили за встречу, стало ясно, что Фрейс не умеет пользоваться палочками. Сигура предложила пока использовать вилку или ложку. Я подумал, что где-то это уже видел, как вдруг в разговор влезли Чокула и Ванила. Они сказали Фрейс не волноваться из-за таких мелочей, Москва не сразу строилась, и палочками тоже рано или поздно можно научиться пользоваться. Когда с палочками разобрались, Азуки спросила: Фрейс уже жила во французской Lasso Lail, когда Кассио уехал туда учиться? Утвердительный ответ главного героя шокировал некоторых Неко. Оказывается, скромная малышка Фрейс старше Чокулы, Ванилы и Коконат. Срочно нужно было пересмотреть форму обращения к Фрейс, учитывая ее возраст. Но Фрейс на этом не настаивала. Несмотря на возраст, ей есть чему поучиться у младших. За такие слова персидская шиншилла получает от меня плюсик в карму. Следующий вопрос задала Синамон. Она заметила, что в неформальной обстановке Фрейс называет Кассио братиком. Вопрос простой: насколько близки главный герой и Фрейс? Кассио быстро рассказал историю их отношений, которую Фрейс подтвердила. Рассказ коснулся и событий Volume 4. Судя по реакции Синамон, рассказывать о том, что было полгода назад во Франции, было лишним. Синамон хватит пары слов, чтобы нафантазировать себе кучу сюжетов, в том числе странных. Мэпл не смогла остаться в стороне и осадила сестру, пригрозив, что Фрейс обидится, если та продолжит нести чушь. Что поделать, пришлось остановиться. Хотя бы потому, что гнев Мэпл страшнее гнева Фрейс. Последнее слово было за Сигуре. Она сказала Фрейс, что та теперь полноправный член их семьи. Если будут вопросы
вопросы или проблемы, Неко может смело обращаться к ней за помощью. Первое, о чем Фрейс решила спросить прямо сейчас, встречается ли Касио со своими Неко. Все 6 ответили «да» и попытались объясниться. Ожидаемо, сам факт отношений Касио с 6 кошкодевочками шокировал Фрейс. Коконат подошла к ней и спросила, что сама Фрейс чувствует к главному герою. Та не нашла слов, поэтому вмешалась Сигура и предположила, что Фрейс чувствует к Касио то же самое, что и она сама. В таком случае Сигура объявила Неко войну. Конечно, в шутку, иначе Фрейс бы посидела от стресса. Вечеринка и так не без подколов, а тут еще и войну за сердце парня объявили. Завтра выходной и нужно решить, чем заняться. Мэпл решила посвятить время чаю. Она видела, как его заваривает Фрейс, и попросила помощи. Хотя обе Неко используют одни и те же чайные листья, методы разные, и вкус получается разным. Мэпл очень хочет, чтобы Фрейс показала, как она это делает. Тут появляется Азуки и говорит, что Фрейс лучше заняться изучением рецептов. Касио успокоил ее. Фрейс училась азам у Бенья, так что новые рецепты не должны стать для нее большой проблемой. Ванилла тоже вставила свое слово. Она напомнила всем: завтра же выходной. Рецепты и все такое — это работа. Чокола поддержала сестру и уже придумала план на завтра. Не то чтобы что-то грандиозное, просто провести время вместе с Касио и Ваниллой. Вышло так, что некоторые Неко хотят загрузить Фрейс работой, а другим все равно. Разрулить ситуацию взялась Сигура. Она напомнила всем, что для Фрейс завтра самый первый день в Японии, когда можно просто отдохнуть. Раз Лассо Лейл закрыта, Сигура предложила устроить для новенькой экскурсию. Решили, что пойдут Касио, Сигура и Фрейс, иначе толпа Неко здорово опустошит кошелек Касио. Остальная команда Лассо Лейл останется дома. Позже Фрейс заглянула в комнату Сигуры и застала ее за рисованием. Неко хотела уйти, но Сигура остановила. Она была приятно удивлена тому, что Фрейс не посчитала рисование ерундой и разделяет с ней это хобби. Хотя Сигура рисует, чтобы помогать брату. Каждый рисунок она делает с мыслью, что он поможет бизнесу, привлечет клиентов или деньги. Ведь не просто так она рисовала Чоколу и Ваниллу, да? Плюс девушка просто очень любит брата и поддерживает его. Не новость, просто напоминаю. Фрейс догадалась, что любовь Сигуры не просто сестринская. Такая догадка заставляет задуматься, а точно ли Фрейс обычная Неко? Но как бы сильно Сигура не любила брата, Касио не отвечал ей взаимностью. Она думает, он просто заботится о семье. Если он ответит на ее чувства, что будет с семьей? Скорее всего, ничего хорошего. Поэтому Сигура пока довольствуется тем, что может быть рядом. Пока что довольствуется. Если Сигура так рада быть рядом с братом, то почему она сидит одна в комнате, пока другие Неко сейчас у Касио? Разве ей не одиноко? Еще как одиноко. Конечно, Сигура рада, что Неко стали ближе к брату, но раньше было по-другому. Когда они жили в особняке Миназуки, Сигура была уверена, если Неко заскучают, они придут к ней. Не то, что сейчас. Тем не менее, свое лекарство от одиночества Сигура нашла в лице Фрейс. Так как завтра рано вставать, Сигура предложила Фрейс лечь спать вместе на одной кровати. Фрейс смутила это предложение. Раньше она ни с кем не делила кровать. Сигура же думала, что Фрейс спала с Бенье. Когда обе легли, Сигура получила вопрос в лоб. Фрейс спросила, как часто Касио заходит к сестре. Вопрос возник, когда Фрейс почувствовала запах Касио. Сигура объяснила, раньше здесь была комната Касио. Когда Сигура и Неко переехали, она поселилась тут и немного переставила мебель, хотя на фоне этого не видно. Раз Сигура переехала сама и привезла всех Неко, я ожидаю, что к зданию пристроили комнаты. Об этом говорилось в конце Volume 4. Сама Сигура это говорила. Возможно, комнаты достроили, просто нам их не показывают. Уставшей за день Сигуры хватило разговоров о переезде, чтобы окончательно вырубиться. Убедившись, что девушка спит, Фрейс начала копаться в себе. Она думала о прошлом, пытаясь понять, почему у нее появились чувства к Касио. Да и сами чувства были непонятны, что это, любовь или уважение к профессионалу. Пока Фрейс размышляла, Сигура, надышавшись запахом Касио, почувствовала сильный прилив эмоций. Похоже, это заразно, потому что Фрейс вскоре тоже стало как-то особенно хорошо.
Если у вас есть файл на 1,7 гигабайта, то далее вы увидите уроки взрослой жизни. Но если скажете игре, что читаете не в одиночку или файла у вас попросту нет, игра просто перенесет вас на следующее утро. А там, как и договаривались, Кассио, Сигура и Фрейс собрались на прогулку. Остальные Неко вышли их проводить и сказали, что тоже хотят погулять, но большинство понимало, что лучше остаться дома. Больше всех хотела Чокула, но Сигура быстро ее успокоила. Хватило пары ласковых слов о поведении, достойном кошечек Миназуки. Иначе Чокуле пришлось бы не сладко. Перед уходом Азуки подошла к Кассио и сказала, что им с Неко не нужны сувениры, но если он очень хочет, они не откажутся от безделушек. На ее месте я бы не верил человеку, который не привез из Парижа ни одного сувенира. Тем не менее, Кассио запомнил эту не просьбу и отправился гулять. Путь лежал через знакомые Неко места возле Ла Солейл, включая их любимый парк. По знакомым фургончикам на заднем плане легко понять, почему парк так нравится Неко. Как в подтверждение моих слов, из-за фургончика появилась Милк. Она до сих пор тут работает, и слава богу, пусть работает еще 100 лет. Милк увидела во Фрейс нового клиента, но сначала решила познакомиться. Кассио коротко объяснил, кто такая Фрейс и откуда она. Милк выслушала и предложила компании Такаяки в честь встречи. Отказываться никто не стал. Когда компания подошла к фургону за Такаяки, вышла хозяйка. Она тоже обрадовалась им, но не ожидала увидеть Фрейс вместо Коконат. Женщина понадеялась, что у Мейн-куна все такой же зверский аппетит под стать ее росту. Хозяйка просто обожает, как Коконат ест. Кассио вспомнил, что однажды Коконат умудрилась съесть все в этом фургончике до последнего ингредиента. Возможно, это отсылка к тому дню, когда Коконат спасла Милк от машины. За спасение дочки Коконат получила кучу такаяки. Ладно, хватит копаться в прошлом, а то такаяки остынут. Пробуя их, Фрейс пару раз обожглась, но хорошее впечатление от японского фастфуда ничем не испортишь. Дальше компания зашла в магазин западной одежды. Фрейс примерила несколько нарядов, но не смогла выбрать лучший, поэтому Сигура просто купила все и заказала доставку домой. После магазина одежды в библиотеку. Оказалось, что кроме рисования Фрейс любит читать. Любовь не фанатичная, но Неко все равно заворожила столько книг, и она помчалась в читальный зал. Так быстро, что Сигура еле угналась. Посмотрев полки, Фрейс выбрала книгу, которую хотела бы взять почитать. Казалось бы, бери и читай, но Фрейс не может взять книгу на дом по закону. У нее нет японского гражданства или вида на жительство. Кассио пообещал разобраться с этой проблемой, а пока Сигура на свое имя оформила аренду книги для Фрейс. Следующая и последняя точка — торговый центр, который в прошлом служил складом. Компания сразу пошла в сувенирный магазин. Кассио предложил купить что-нибудь импортное в качестве сувениров. Говоря об импортном, он заметил пачку печенья прямо из-за границы. Пока Кассио разглядывал это печенье, Сигура уговорила Фрейс купить еще один наряд. Кассио ответил, что на примерку нет времени, пора домой. Пришлось согласиться, иначе бедные Неко дома будут голодать. Они же сами не умеют готовить, а тот шведский стол из Volume 4 просто был странным сном. Вернувшись домой, они действительно застали в гостиной голодных Неко. Казалось, еще чуть-чуть, и они начнут грызть друг друга. К счастью, до этого не дошло, а купленное Кассио американское печенье помогло Неко продержаться, пока готовился ужин. После ужина Кассио пошел поваляться в ванне. Неко разошлись по комнатам, а Сигура и Фрейс остались в гостиной. Сигура читала книгу из библиотеки, а Фрейс заканчивала мыть посуду. Неко вызвалась сама, ведь Кассио и Сигура целый день провели с ней, водили по разным местам и много купили для нее. Помыть посуду — это меньшее, чем она могла отблагодарить. По крайней мере, она так думала, пока Сигура не подкинула идею. Идея в том, что в Японии совместная ванна может сблизить людей. Сигура говорила об этом так, будто надеялась, что это сблизит Кассио и Фрейс очень по-особенному. Фрейс отказалась, она в этом неопытна, в отличие от Сигуры. Да и ей еще многому надо научиться, прежде чем Кассио ее заметит. Пока она считает себя бесполезной и недостойной его внимания. Сигура попыталась ее переубедить, потому что сравнивать любовь и работу — это ну такое. Мол, придет день, и Кассио полюбит седьмую Неко. Прежде чем девушки ушли в комнату спать, между ними произошло два знаковых события. Во-первых, это, а во-вторых, когда Фрейс следовала за Сигурой в спальню, она тихо пробормотала о своем желании, чтобы любовь между братом и сестрой все-таки расцвела.
Во время перерыва в комнате отдыха Сигура разговаривала с Каканат и Азуки. Несмотря на все ее старания, за неделю отношения между Фрейс и Кассио не сдвинулись с места. Что бы ни происходило, ничего не менялось. Сейчас эти двое как раз на кухне обсуждают макароны. Вот эти самые. Сигура не выдержала и вышла к ним с вопросом: «Ну и чего вы добились?» В это время другие Неко делились мыслями о происходящем. Из разговоров стало ясно: всю неделю Кассио и Фрейс занимались на кухне в свободное время. Кассио учил Неко готовить сладости. Из-за того, что парень реже появлялся на виду, у Неко началась нехватка Кассио в организме. Появились пустоты в душе. Но просто подойти и сказать ему об этом не получается. Мешает Синамон с ее умением превращать все в пошлость. Вернемся на кухню, где Сигура допрашивает Кассио и Фрейс. Оказывается, Сигура специально составляла графики так, чтобы Кассио и Фрейс чаще были вместе. Она объяснила это тем, что Фрейс еще не освоилась и кому как не брату помочь ей. Фрейс намекнула, что в словах Сигуры есть правда, и назвала ее любящей девушкой. В голове Кассио что-то щелкнуло, и он задумался над ее словами. Раньше он редко думал о том, насколько Сигура любящая и заботливая. Когда об этом сказала Фрейс, он решил обдумать это. Тем более, Неко слегка надавила. Она спросила, скучал ли он по сестре, когда уехал во Францию. Конечно, скучал. Когда они вдвоем снова прилетели во Францию, Фрейс показалось, что эти двое не родственники, а влюбленные. И тут как-то все завертелось, но Кассио быстро сменил тему, посмотрев на часы. Ничего не поделаешь, пришлось возвращаться к работе. Кассио и Фрейс вернулись домой из Киото. У них там была деловая встреча с поставщиком. Все прошло хорошо, но они не смогли вернуться раньше. Более того, они чуть не опоздали на последний поезд. К счастью для Сигуры, она еще не спала, когда они вернулись. Ведь старший брат привез ей сувенирный веер. То, что Сигура была в восторге, и так понятно. Кассио оставил девушек и снова пошел наслаждаться ванной, которую Сигура предусмотрительно подготовила. Пока Кассио нежился в водичке, из разговора Сигуры и Фрейс выяснилось, что это была подстава. Сигура специально отправила именно Фрейс с братом, чтобы их свести. Фрейс раскусила план и в ответ начала сводить Сигура с братом. Получилось так, что обе девушки как мячик пинают друг друга. У каждой свои причины. Фрейс хочет свести Сигура с Кассио, потому что Сигура знает его дольше всех, и она должна быть с ним первой. Сигура же считает, что ей и так хорошо просто быть рядом и поддерживать брата, поэтому пытается свести его с Фрейс. Тут у Фрейс возник отличный вопрос: а разве Сигуре нравится сидеть в одной комнате, пока Неко, которых она растила, вовсю проводят время с ее братом? Вот именно. Времени до выхода Кассио из ванны оставалось мало, но девушки решили, сегодня тот самый день. Нужно сделать первый шаг и наконец признаться. И сделать это они решили вместе. Немного понервничав, они все же зашли в комнату Кассио поздно ночью. Сигура немного помялась, но наконец сказала ему о своих чувствах и попросила встречаться и с ней тоже. Кассио отказал, потому что Сигура не Неко, и это может создать трудности. Но он признал, что все это время неправильно понимал ее чувства. Однако Фрейс быстро переубедила его, используя грамотно подобранные слова. Он все еще сомневается в отношениях с Сигура из-за их родства. Но если отбросить этот факт, ему как мужчине приятно знать, что такая любящая и заботливая девушка, как Сигура, в него влюблена. Наблюдавшая за этим Фрейс с чувством выполненного долга хотела оставить брата и сестру наедине. Но Сигура схватила Неко за руку и напомнила, что у них есть договоренность. Они вдвоем должны были признаться, так что сбегать нечестно. Когда Фрейс призналась в своих чувствах, Кассио принял их почти сразу. Так привычнее и без лишних сложностей. Теперь, когда обе девушки официально пополнили гарем главного героя, передо мной встал выбор. Если вы пришли сюда ради сцены с младшей сестрой-школьницей, я дам вам лишь пару секунд и намек. За остальным на определенные сайты, в том числе черно-желтый YouTube. Я же сделал выбор пощадить свою и так пострадавшую от этого сюжета психику и пропустил подробности. Так или иначе, все заканчивается разговором в постели. В английском языке у таких разговоров даже есть свой термин – pillow talk. Во время него Кассио снова спросил, что именно Сигура имела в виду, говоря о своих чувствах все эти годы, начиная с «Волю
Volume 1. Сигура еще раз сказала, что признавалась именно в любви, но уточнила не всю жизнь. Когда она достаточно повзрослела, чтобы заботиться о себе, она влюбилась в брата и захотела выйти за него замуж. Сигура искала любые возможные способы связать с братом свою жизнь. Спустя долгое время эти исследования сказались на Сигуре. Она казалась не по годам взрослой. Когда Касио впервые улетел во Францию, Сигура думала, что это конец, но там он познакомился с Фрейс. Потом Сигура сказала, что они с братом похожи в одном. Когда они чем-то увлечены, то не замечают ничего вокруг. Например, до первого отъезда во Францию Касио жил только японскими сладостями. Вернувшись из Парижа, он делал уже западные. Сигура понимает, что влюбилась в брата из-за его сосредоточенности на деле. Теперь смысл ее жизни в поддержке Касио. Несмотря на эту преданность, Сигура чувствовала себя одинокой. Именно тогда она поймала дзен, завела кошкодевочек. Она хотела быть их хозяйкой, растить и воспитывать их. Это привело к тому, что Неко стали важной частью жизни и Сигуры, и Касио. Они все стали друг другу семьей. Все это время Фрейс молча слушала. Когда брат и сестра наконец замолчали и заснули, она задумалась. Она думала, что у семьи Минозуки так много общих воспоминаний, а у нее почти нет, хотя наверстать еще можно. Работа в La Soleil кипит. Фрейс освоилась и с бешеной скоростью очень эффективно принимает клиентов. Чокола и Ванила стоят с открытыми ртами, наблюдая, как Фрейс обслуживает клиентку, говорящую только по-английски. Она даже чай успела заварить раньше, чем Мэпл все подготовила. Кажется, она носится по залу как угорелая. Мэпл готова поспорить, если бы Чокола так носилась, она давно бы упала. Разобравшись с основной работой, Фрейс попросила у Сигуры разрешение отдохнуть. Сигура разрешила и похвалила Неко за отличную работу, но Фрейс начала скромничать. Чокола и Ванила подошли похвалить ее, ведь если бы не она, клиенты ждали бы заказа еще очень долго. Пользуясь перерывом, Фрейс зашла на кухню и рассказала Касио о проделанной работе. Есть чем похвастаться, клиенты довольны, как Анат успевает доставлять заказы быстрее, чем поступают новые. Но почти закончились заготовки. Вместе с Касио на кухне Азуки. Она сказала, что займется приготовлением некоторых заготовок. Фрейс немного помялась, а потом попросила Касио научить ее печь торты. Азуки забеспокоилась за нее. Создавалось впечатление, что Фрейс вообще не отдыхает. Неко отреагировала так, будто сомнений быть не должно, но все же Фрейс сказала, что отдыхает. Касио предложил ей прийти, когда в зале станет спокойнее. Весь персонал La Soleil, кроме Касио и Фрейс, собрался в раздевалке. Фрейс считала деньги в кассе, а Касио остался на кухне, придумывал новые рецепты тортов. Этим вечером Фрейс стала главной темой разговора. Но никто не говорил о ней плохо, наоборот, все хвалили новую работницу. Все, кроме Сигуры, которая стояла в сторонке и подозрительно молчала. Азуки обратилась к ней. Чутье подсказывало, что Сигура что-то знает. К общему удивлению, Сигура и правда знала. Она бросила фразу о том, что Фрейс стала очередной возлюбленной Касио, его кошкодевочкой. В общем, Сигура сказала это так, будто в этом нет ничего особенного, учитывая, что у него уже 6 таких. Тем не менее, новость всех шокировала. Они были недовольны, что Касио не сдержался. Или что их не позвали. В общем, забыли спросить. Вопреки общему мнению, Сигура сказала, что Фрейс не просто прыгнула на Касио. Неко сначала призналась в чувствах, красиво все объяснив. Рассказав это, Сигура не смогла скрыть румянец. В конце концов, она призналась, что тоже стала партнершей Касио. От такой новости все просто остолбенели. Нихуя себе! Ебнуться! Сигура в этот момент снова заработала носовое кровотечение. Публичное обсуждение ее отношений с братом слишком ее возбудило. Фрейс справляется с работой так увлеченно, что Сигура буквально выгоняет Неко на перерыв. И объясняет ей, что перерыв — это не когда ты переключаешься с одной работы на другую. Это время для отдыха, например, вздремнуть, выпить чаю или перекусить. Когда Фрейс ушла, темп работы в La Soleil упал до того уровня, что был до ее
ее приезда. А нагрузка только растет. Приближается лето и сезон отпусков. Синнамон и Мэпл уже обсуждают, как провести лето. Мэпл планирует просто валяться с книжкой в руках, а Синнамон строит планы на целый туристический тур только для них двоих. Между Фрейс и Азуки завязался разговор. Азуки заметила у Нека интересную книгу рецептов, по которой Фрейс учится готовить. Конечно, Касио показывал ей все на практике, но Фрейс решила повторить теорию. Азуки покачала головой и сказала, что если Касио не дал четкого плана, не нужно выбиваться из сил. Хотя она добавила, что знания никому не помешали. По мнению Азуки, Фрейс должна в первую очередь следить за собой и не перетруждаться. А то ведь был уже один случай. Касио подслушал разговор. Когда Азуки указала на дверь в кухню, он вышел. Азуки поняла, что ее роль здесь закончена. В качестве платы она попросила большую рыбу на ужин и ушла, оставив Фрейс наедине с Касио и Сигуре. Весь персонал обеспокоен тем, что Фрейс на работе лезет из кожи вон. Сейчас разберемся почему. Начнем с событий Volume 4. Маленькая Фрейс почувствовала себя счастливой, когда Касио дал ей тот самый клубничный макарон. Но счастье длилось недолго. В конце концов Касио уехал, и Фрейс пришлось работать вдвоем с Бенье. Потом она попала в Японию, стала работать в La Soleil, призналась в чувствах Касио и стала его возлюбленной наравне с другими. Несмотря на то, что в их отношениях все хорошо, ее не покидала мысль, у них почти нет общих воспоминаний о пережитых событиях, в отличие от его отношений с другими Нека. Фрейс решила, что между ней и Касио огромная пропасть. Получается, Фрейс так усердно работает просто чтобы впечатлить любимого и отплатить ему за заботу и любовь, которую она получает наравне со всеми. Брат и сестра выслушали монолог Фрейс. Сигуре ответила очень просто: хочешь работать — работай, нет воспоминаний — создавай воспоминания. И добавила новость: La Soleil закрывается на летние каникулы и закроется прямо сейчас. Во время того ужина, на который Азуки потребовала подать к столу большую рыбу, Сигуре сделала объявление. Она сказала, что скоро La Soleil закроется на летние каникулы. Азуки забеспокоилась. Стоит ли так делать? Ведь недавно были весенние каникулы. Касио внес ясность. Во-первых, весенние каникулы в La Soleil были позже обычного из-за нагрузки. Во-вторых, через несколько дней La Soleil закроется на праздник Обон, как в прошлом году. Обон — это праздник поминовения усопших. Длится 3 дня. Поскольку La Soleil находится в Йокогаме, события Некапара After происходят в первой половине июля. Сигуре сообщила всем, что Обон семья Миназуки отметит за границей. Судя по реакции, для Нека это будет первая в жизни поездка за границу. Мэпл и Азуки забеспокоились, что у Нека нет загранпаспортов, а времени мало. Сигуре успокоила их. Она позаботилась о документах заранее. Все, кроме приунывшей Фрейс, ждали веселых каникул. Касио и Сигуре подошли к грустной Нека и спросили, в чем дело. Та ответила, что недостаточно потрудилась, чтобы заслужить отпуск, хотя она работала за 6. Нека тут же обратили на нее внимание и подбодрили. Сигуре добавила: это семейная поездка на Гавайи, дома никто не останется. Фрейс приободрилась и поблагодарила всех за поддержку. Семья Миназуки поспешила на пляж поплавать и показать купальники Касио. Когда дело дошло до оценки купальника Фрейс, она снова смутилась. Не подумайте, в этот раз она думала о том, что семья чувствует себя так свободно, будто поездки за границу для них обычное дело. Сигуре похвалила Неку за комплимент и задумалась, а почему бы не открыть филиалы La Soleil по всему миру. Вкусы тортов известны в Японии и Франции, пора расширяться. Некоторые Нека поддержали идею, но в итоге сошлись во мнении, что никто по миру разбегаться не будет. Тем более они приехали на море. Пора завязывать с болтовней и начинать веселиться. Создавать те самые воспоминания. Когда большая часть семьи ушла развлекаться, Касио остался на пляже с Ванилой, Чоколой и Фрейс. Выяснилось, что Фрейс и Чокола не умеют плавать, значит, нужно научить. Ради прикола Чокола решила нырнуть с головой и чуть не захлебнулась, но всплыла. Кроме этого,
этого прикола ничего особенного не было. Неко быстро научились плавать под присмотром взрослого парня и прицелом камеры девушки помоложе. После плавания компания пошла в ближайший парк. Там их внимание привлекла большая морская черепаха. Захотелось ее покормить, пока они совали ей водоросли, на лист салата больше похоже. Чокола подумала, что можно угостить черепаху тортиком. Тогда она была бы счастлива. Ванилла поддержала сестру. Все твари божьи, братья наши меньшие, так почему бы не угостить брата? Касио не поддержал и указал на табличку рядом. Там написано, чем можно кормить черепах. В ответ Чокола и Ванилла скорчили очень смешные рожицы, особенно Ванилла. Фрейс извлекла блокнот с ручкой и начала делать записи про удивительную связь между сестрами. Ванилла остановила ее. На отдыхе не учатся. Надо расслабляться. Вдох, выдох и отключить мозги. Думать только об отдыхе. После парка Фрейс присоединилась к Коконат и Азуки. Те двое делали миниатюрные диорамы или что-то подобное. Фрейс решила сделать такую же и научила Коконат. Длинная была в восторге от того, что получилось под присмотром Фрейс. Азуки похвалила младшую сестру и пошутила, что уходит на пенсию. Раз Фрейс тоже взрослая кошка, теперь ей быть старшей сестрой для Коконат. Закончив с диорамами, Фрейс присоединилась к Мэпл и Синнамон. Те двое внезапно вспомнили, что в свободное от работы время они музыкой занимались. По крайней мере раньше. Порадовало, что об этом не забыли. Так вот, Мэпл и Синнамон дуэтом играли на укулеле, когда к ним присоединилась Фрейс. Несмотря на то, что Фрейс никогда раньше не брала в руки музыкальные инструменты, она сыграла лучше, чем играет кто-либо другой с нулевым опытом в этом деле. Посему Мэпл предложила создать небольшую музыкальную группу. Синнамон с большим энтузиазмом поддержала эту идею, но внимание быстро перешло к Сигуре. У нее нашелся ответ на вопросы Неко. То, что девушка создавала воспоминания, ни для кого не было секретом, но когда Фрейс предложила сама сделать снимки, Сигуре ответила решительным отказом. Она объяснила это огромным числом тонкостей при создании снимков. Выслушав Сигуре, Фрейс поняла, что не очень-то и хотелось. Вечером, уставшая после целого дня развлечений, семья Минозуки возвращалась в отель. Шли толпой, но Фрейс не было. Азуки пошутила, что та не успела за Коконат и отстала. Беспокоиться не нужно, потому что за Фрейс пошла Сигуре. В каждой шутке есть доля правды. Коконат оказалась сильной. Она же голыми руками вскрыла кокос. Кокос вскрыла кокос. Сигуре нашла Фрейс, сидящей на песке. В руках у нее был блокнот с нарисованной водной гладью и закатом. Сигуре высоко оценила исполнение этого пейзажа. Неко смутилась и сказала, что потеряла счет времени, увлекшись. Но то, что она рисует одна, заставила Сигуре спросить, весело ли ей в этой поездке. Фрейс уверенно ответила, что поездка ей нравится. Тогда Сигуре достала планшет и показала Неко ее чиби-версию. Сигуре сделала эти рисунки, пока делала фотографии в течение дня. Она запечатлела много эмоций Фрейс. Пока собственные эмоции Сигуре не улеглись, она взяла планшет и нарисовала Неко в чиби-стиле. Это было непросто. Сигуре привыкла рисовать на компьютере. Тем не менее, Фрейс была растрогана, что Сигуре видит в ней милую Неко. Фрейс спросила, рисовала ли Сигуре своего брата. По реакции стало ясно, рисовала. Но Сигуре никому не показывает эти рисунки и не продает их. Причина в ее воображении, которое разыгрывается каждый раз, когда она рисует брата. Может быть, когда-нибудь она покажет их Фрейс. А может, Фрейс когда-нибудь покажет Сигуре свои рисунки. Пока они разговаривали, внезапно пошел сильный дождь. Пока они бежали до укрытия, дождь кончился, но одежда промокла насквозь. Скетчбуку Фрейс тоже досталось, но не сильно. Неко махнула рукой. Она восстановит рисунок. Но Сигуре была против. Она сказала, что рисунок перестанет быть настоящим, если его исправить. Она затронула важную мысль. Они только что создали общее воспоминание. Об этом рисунке, о дожде, о том, как прятались, о том, что рисунок промок. Когда Сигуре посмотрит на этот рисунок уже дома, она с теплотой вспомнит весь
весь сегодняшний день. Фрейс спросила Сигуры о ее ошибках. Сигура ответила, она делала много ошибок, как и все. Не всегда все шло по плану. Она добавила, что такие несовпадения планов и реальности и становятся воспоминаниями. Фрейс не могла принять, что ошибки тоже могут быть воспоминаниями. Она так стремилась к идеалу, что выкладывалась на работе по полной. Но Сигура сказала ей, даже если бы Фрейс была бесполезной, неинтересной или самой плохой Неко на свете, она все равно была бы членом семьи Минозуки. Ее любят за характер и трудолюбие, даже с ошибками. Сигура в последний раз попросила отдать ей рисунок. Фрейс отказалась передавать рисунок, потому что хочет вернуться с ним в Японию. И уже там она передаст его своей подруге по имени Минозуки Сигура. Да, Фрейс стала считать Сигуры просто подругой. А до этого она обращалась к ней вежливо, используя именной суффикс «сан» в дань уважения. В итоге подруги решили прямо сейчас вернуться в отель и продолжить создавать воспоминания. Первым воспоминанием, которое они разделят в будущем, станет то, как Сигура, вернувшись в отель, перед всей семьей объявила о начале новой жизни. Теперь она будет жить как Неко, и она в принципе теперь Неко. Вокруг этого объявления поднялся большой ажиотаж. Больше всего выделились комментарии Ванилы и Мэпл. Ванила сказала, что чары Касю даже Сигура в итоге сломали, а Мэпл похвалила Сигура за то, что та решила действовать, а не страдать в будущем. Сигура поблагодарила всех за теплые слова и начала говорить. Она сказала, что всю жизнь до сегодняшнего дня была счастлива, но в глубине души она подавляла сильное желание стать Неко. У нее не было шанса. Потом она поняла, что можно жить как Неко. Для этого нужно признание брата и других кошек. Именно это привело ее к каминг-ауту. Теперь, когда Сигура официально признали Неко, у нее есть просьба. Видите ли, в прошлом Касю делал всякие шуры-муры с Неко, зачастую на глазах у других Неко. Сигура тоже хочет этим заняться при всех, чтобы отпустить старую себя, которая часто страдала от одиночества. То, каким образом Сигура простится со своим прошлым, зависит от нас. Как бы то ни было, Касио проснулся следующим утром и не нашел рядом Сигура и Фрейс. Он нашел их на пляже. К сожалению, их отдых подходит к концу. Самолет улетает сегодня после обеда. Как бы не хотелось остаться, нужно возвращаться домой, готовить лассо-лейл к открытию и придумывать новые рецепты. Возможно, вдохновленные Гавайями. Теперь, когда Сухама признает успехи сына, цель Касио достигнута. Перед ним больше нет преград. Сигура, выслушав брата, предложила после завтрака немного прогуляться, осмотреться, поискать десерты и помещения. Она позволила себе вторую эгоистичную просьбу. С разрешения брата она хочет открыть филиалы лассо-лейл по всему миру, начиная прямо с Гавайев. Если раньше это звучало как шутка, то теперь Касио слушает ее очень серьезно. Фрейс предложила свою помощь. Она знает языки, да и другие Неко не останутся в стороне. Когда Касио поблагодарил Сигура и Фрейс за поддержку сейчас и в будущем, на горизонте показались остальные Неко. Всей семьей они решили сделать общее фото. Чей-то развратный ум намекнул, что лучше бы сфотографировали то, что вчера было в отеле. Сигура резко ответила, она не хочет оставлять никаких доказательств вчерашнего. Перед тем, как встать в кадр, Фрейс снова замялась, но ей напомнили, что она член семьи. По этому случаю Азуки придумала для нее прозвище Зефра. Не знаю, как лучше перевести, считайте это как Мона Сина или Пул Мэй. Скоро придумали прозвища и для Чокулы с Ванилой. Ла Чоко и Лавани. Хотя сначала шутили, что Чокулу назовут просто Кола. О как! В итоге семья наконец собралась в кадре и сделала памятное фото. Конец. Итак, наконец-то сюжет этого самостоятельного дополнения к Некопара Volume 4 закончился. Теперь я выскажу свое мнение о прочитанном. Некопара Автор — это очередная история о присоединении очередных двух персонажей к гарему Касио Минозуки. Но отличительная особенность заключается в самих партнерах. Во-первых, Фрейс, которая раньше не имела никакого отношения к семье Минозуки, пока не переехала в Японию. В ходе повествования она продемонстрировала
продемонстрировала такие черты Мэри Сью, как непревзойденная эффективность и скорость в работе, владение 3 языками сразу, способность быстро освоить новые навыки. Это было продемонстрировано, когда Фрейс взяла в руки укулеле. Роль катализатора в отношениях между Сигура и Касио. Без Фрейс сестра не призналась бы брату в чувствах и продолжила сычевать в своей комнате. Во-вторых, Сигура – самый человечный персонаж из 2 основных в этой новелле. Она долгие годы скрывала свои романтические чувства к брату и боялась признаться из-за страха навредить семье. Поэтому она манипулировала обстоятельствами и самими Неко. Это видно на примере Чоколы с Ванилой, когда они впервые попали в Лассо Лейл, и Фрейс. Сигура специально пыталась свести их, подставляя их в одни смены или отправляла их вдвоем на деловые встречи. Благодаря Фрейс Сигура нашла в себе силы для признания Касио, а в конце и вовсе совершила каминг-аут и стала Неко в кавычках. Это не значит, что Сигура станет другим персонажем, просто теперь она решила разрушить те рамки, которых она придерживалась. Поскольку Неко и Касио без возражений приняли ее новую личность, теперь Сигура может в открытую требовать к себе больше внимания. Самое лучшее, что можно сказать об остальных Неко в этой новелле, они все еще существуют, что-то говорят и что-то делают. Порадовало то, что музыкальный дуэт Синнамон и Мэпл не был предан забвению. Концовка Некопара автор создает о себе впечатление явного клиффхенгера для предстоящей Некопара Секай Connect. Если в последней будет сюжета не только гача, то любопытно будет взглянуть на то, как же развилась Лассо Лейл. Что касается контентного наполнения Некопара автор, то это, как обычно, ЦГ, несколько новых музыкальных композиций, опенинг, эндинг, да 3 пикантные сцены, одна из которых не блещет разнообразием и будто была создана за несколько дней до релиза. Также свой отзыв к этому проекту решил оставить Summertime Sadness, главный редактор сообщества новости визуальных новелл, для которого ваш покорный диктор даже умудрился сделать один новостной выпуск. Ссылку на НВН оставлю в описании, а пока передаю слово главному редактору. Для кого как, но для меня серия игр Некопара всегда являлась ламповым слайсом с массой забавного, милого юмора и легкой щепоткой социальных проблем. На протяжении всех предыдущих игр мы наблюдали, как различные кошка-девочки сталкиваются с проблемами принятия себя, своих увлечений, сестринскими междоусобицами, гиперопекой и прочими небольшими, но такими обыденными внутренними семейными конфликтами. Безусловно, невозможно игнорировать слона в комнате в виде обилия 18+ сцен, порой вызывающие моральные вопросы, ведь отношения Кассио и его Неко позиционируются как семейные, уровня брат и сестра. И знаете, для меня это не было никогда особой проблемой, ибо эти сцены совершенно не мешают наслаждаться слайсовой стороной игры, хоть для многих именно эта сторона Некопары почитается как основная. Но с каждой игрой ставки именно на 18+ составляющую повышались, кратно добавлению основных действующих лиц. И в Вол 4 это достигло своего апогея, когда в одном акте участвуют сразу 6 Неко и один единственный Кассио. Казалось бы, что это уже край, и хуже быть не может, но в Некопара авторы ступили на территорию, которую лично я считал запретной для данной серии игр. С другой стороны, это именно то, чем разработчики дразнили игрока на протяжении 11 лет с релиза еще самой первой игры. Я, конечно же, о проявлении любви Сигуры к протагонисту. И по итогу складывается такое ощущение, что сценарист сделал упор именно на этот аспект игры, и это, вероятнее всего, должен был быть твист, который повлечет за собой шок и восторг фанатов, но это было известно еще задолго до релиза игры, и должного эффекта не заимело. Ставка на это была настолько высока, что, видимо, сценарист решил забить на остальные аспекты сюжета. Автор входит в число самых коротких игр наряду с нулевой частью и Некопара Экстра, однако по качеству текста и сценария в целом умудряется сильно проигрывать Экстре, обходя разве что нулевку. И комплимент это крайне сомнительный на самом деле. По итогу мы имеем следующее. Отличный старт франшизы в виде Вол 1 с репрезентом персонажей и веселой ламповой истории про кошка-девочек из коробки, более глубокую вторую часть, посвященную проблемам взаимопонимания двух сестер, третью часть с проблемами реализации, принятия и любви к самому себе, четвертую про кризис в творчестве и его преодоление, и завершающую автор про то, что надо принять себя и жить счастливой жизнью, наверное. Если в предыдущих играх прослеживалась какая-то конкретная социальная или же личностная проблема, то в Некопара автор это принятие любви к собственному брату и дальнейшее соитие с ним. Это точно то, чего мы ждали в качестве завершения истории длиной в 11 лет. Вообще игра выглядит так, будто она последняя в серии. И как по мне, это должно было быть либо DLC к Вол 4, либо же четверка должна была заканчиваться именно так. Однако игру есть за что похвалить.
Автор обладает все той же великолепной графикой, что и предыдущие части, и на свою крайне скромную продолжительность имеет крайне внушающее количество CG-артов, которые, как всегда, великолепны. Но, к сожалению, либо же из-за усталости авторов от франшизы, либо же в попытке срубить легких денег, качество текста и уровень сценария оставляет желать лучшего. Но все равно я хочу поздравить всех любителей франшизы с этим долгожданным релизом и надеюсь, вы смогли получить удовольствие от этой игры. Этот видеоматериал я хочу закончить еще одним своим монологом. Моя студенческая молодость подошла к концу, начинаются думерские будни. В прошлом году я переехал, потому что того требовала моя работа, так что теперь я живу один. К сожалению, я не вижу для себя возможности в будущем выпускать такие большие видеоматериалы, поскольку еда в моем холодильнике волшебным образом не появится и порядок в моем жилище сам собой не будет наведен. Когда бы ни выходили мои следующие видеоролики, я хочу сократить их длительность до 15-20 минут максимум. За эти несколько минут я хочу не только говорить о сюжете визуальной новеллы, но и высказывать свое имхо про рисовку, саундтреки и все остальное. Делать компактные, но емкие обзоры. Настолько емкие, насколько мне позволяет мой скудный словарный запас. Надеюсь на ваше понимание. В конце я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента и вам понравился тот контент, который я делаю, не постесняйтесь нажать на кнопку лайка и подписаться на мой канал, а также поделиться этим видеоматериалом со своими друзьями. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на сообщество НВН, все ссылки в описании. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч.